Сияло утреннее солнце, когда снежным музыкальным звоном на дороге, ведущей к прибрежному поселку Сильвер-Хоуп, раздался настойчивый звук. Перед полицейским офицером Эдом Маклаудом стояла собака. Она трясла головой и умоляюще смотрела своими умными, полными тревоги глазами. У нее в зубах была палка, трость ее хозяина. Блэк, белый лабрадор, понимал, что его человек в беде, и пытался привлечь к нему внимание как мог. В Сильвер-Хоуп не было много людей, и жизнь здесь текла размеренно и спокойно. Местные жители знали друг друга, совместно гуляли по пляжу и обменивались приветствиями. Однако в этот ранний час, когда мир только просыпался, никто не мог знать, что именно произойдет. Блэк, чувствуя недомогание своего хозяина, древние инстинкты словно пробудились в нем, и он вел офицера к незамеченному бедствию. Крики Блэка разрывали утреннюю тишину, вызывая внимание прохожих, но даже они не понимали, что их внимание может спасти жизнь. Стивен Кларк, пожилой мужчина с тихим и размеренным бытом, жил один в Сильвер-Хоуп уже много лет. После трагической смерти жены его дни стали одиночеством, а когда дети разъехались по своим делам, дом наполнился тишиной. Образ жизни, который когда-то был полон смеха и радости, теперь обременен воспоминаниями о том, что было. Вспоминая моменты, проведенные с женой, Стивен много раз сидел у окна, глядя на море и погружаясь в прошлое, как в туманную далекую страну, где счастье было его постоянным спутником. Но была у него одна постоянная радость – его верный друг Блэк. Лабрадор стал вторым членом семьи, заполнив пустоту и обессиление своими игривыми шалостями и неугомонной любовью. Каждый день они вместе отправлялись на прогулку по узкой тропе, петляющей между песчаными дюнами и низкими кустами. Для Стивена этот рутинный ритуал был не только физической активностью, но и источником умиротворения, в котором он находил радость и покой. Стивен часто угощал Блэка печеньем, которое сам же и готовил из редких остатков продуктов. Его рука трепетала от волнения, когда он вручал угощение, а Блэк, махая хвостом, с жадностью ловил лакомства, как будто это были дары самих богов. В это мгновение оба чувствовали, что жизнь полна маленьких радостей, которые делают каждый день особенным. Порой, когда Стивен смотрел на своего верного друга, он понимал, что именно Блэк стал его опорой. Время от времени он забирался в кресло, а Блэк укладывался рядом, используя простое присутствие для того, чтобы успокоить сердце Стивена, давая ему понять, что одиночество не значит забытость. Тщетные попытки вспомнить улыбку жены заменялись радостью от дружбы с собакой, которую невозможно переоценить. Однако одно утро изменило привычное течение жизни. Солнце только начало подниматься, заливая мир золотой светом, когда вдруг Стивен, проходя между дюнами, потерял равновесие и с глухим шлепком упал на землю. Он не ожидал этого, всего лишь шагнул немного вперед через кочку, и мир под ним обрушился. Блэк, играючи бежавший вперед, сначала не заметил, что его любимый хозяин не спешит за ним. Когда он обернулся, то увидел, как Стивен лежал на земле. Его лицо искажено от боли. «Блэк!» – прорычал Стивен, пытаясь собраться с мыслями и поднять руку, чтобы погладить своего друга. «Зови на помощь!» Но никого рядом не оказалось, чтобы помочь ему. Блэк чувствовал, что что-то не так, и тут же рванул к хозяину. В его уме созрели панические мысли, но инстинкты должны были взять верх. В тишине, прерывающейся лишь гудением ветра, Блэк, не понимая, что ему делать, схватил палку в зубы. Помня, как Стивен использовал ее, чтобы поддерживать себя в трудные минуты, он бросился к дороге с отчаянной решимостью. Наблюдая за тем, как Блэк исчезает за поворотом, Стивен почувствовал, как беспомощность окутывает его. Но в этом мгновении он также осознал, какую искреннюю привязанность имеет с этой собакой. Блэк всегда был на его стороне, как в радости, так и в беде. В этот раз их взаимосвязь будет проверена на прочность. Блэк засеменил к дороге, не замечая своего волнения и маленьких шишек, ожидающих его у поворота. Он стоял с палкой в зубах, словно искал, как добиться внимания. Соседние дома казались бездушными и нечто сокрытым, вдали от их беды. Время шло, и недоумение собиралось в воздухе, как тучи перед бурей. Он обернулся, ожидая увидеть своего любимого хозяина, но заметил лишь проезжающие автомобили.
Сердце Блэка билось быстро от волнения, и он понимал, что должна быть помощь. Проезжающий мимо полицейский офицер Эд Маклауд заметил это странное зрелище – большую белую собаку с палкой, и его инстинкт подсказывал, что что-то не так. Озабоченно посмотрев на Блэка, он быстро вылез из машины и направился к нему, тыкая пальцем в свои размеры. Блэк, словно околдованный, бросился к полицейскому, зная, что именно к нему он сможет донести важное сообщение. Эд следовал за собакой, пытаясь вытянуть из себя мысленный план. Скоро он обнаружил Стивена, лежащего на земле. Лицо его было бледным, а глаза закрыты. В этот момент Блэк вставал рядом, словно ждал возмездия совершенно непонятного языка сил. «Все будет хорошо», – тихо сказал Эд, присаживаясь к Стивену и поддавая его плечо. Он поднял мобильный телефон и вызвал помощь. Глаза Блэка сияли от волнения, и хоть он не понимал человеческой заботы, но чувствовал, что помощь близка. Наблюдая, как Блэк все больше волновался, Эд почувствовал прилив понимания. Они оба стремились к одной цели – спасти жизнь их друга. Безусловная преданность, которую Блэк проявил к Стивену, восхищала Эда. Стивен пришел в себя в больничной палате, найдя рядом своего верного друга. Блэк сидел на полу, полон тревоги, его глаза полны заботы и любви. Врач улыбался, рассказывая об их приключениях, и каждый его рассказ довольно быстро стал легендой. «Это был самый необычный случай в моей практике», – сказал он, проверяя жизненные показатели Стивена. Он покачал головой, когда, перечисляя детали, говорил о том, как смелая собака привела полицию к своему хозяину, проявив чудеса инстинкта и привязанности. В глазах врача плескались человеческие эмоции, и он осознавал, что такие истории не только обогащают их практику, но и меняют сердца тех, кто их слушает. «Да?» Стивен улыбнулся, осознав, как необычна их связь с Блэком, которая наполнила его сердце теплом. История буквально выплеснулась за пределы больницы, пронзила сердца окружающих и вскоре стала известна по всей стране. Стивен и Блэк стали символом преданности и дружбы, показывая, что настоящая любовь сильнее любой трагедии. На следующее утро вокруг Стивена и Блэка начали собираться люди, желающие узнать подробности. Письма, полные восторга и восхищения, поступали в их дом день за днем. Люди присылали открытки и подарки, полные неподдельной благожелательности, выражая свое восхищение преданностью Блэка. Сервировав чай с печеньем, Стивен сидел и читал письма. Каждая дотрагивалась до его души, заставляя его чувствовать, что его история не просто их собственная, но и странная преемственность, как хилый луч света, проникающий через темные объятия. В каждом письме было подтверждение того, что дружба способна на большее, чем просто счастье. Она может стать опорой в трудные времена. Однажды ему пришло письмо из далекого города, где был нарисован тематический калейдоскоп воспоминаний о преданности, фотографии из солнечных классов и счастливые лица людей, которые писали Стивену, подтверждали, что их дружба не оставалась незамеченной. Стивен читал каждый отдел, был тронут о том, как людей смогла тронуть их история. «Мы все внутри друг у друга, Стивен», – сказал ему один из друзей. «И ваша дружба вдохновляет всех нас». Наконец Стивена выписали из больницы. Он вернулся домой, полный воспоминаний, добра и тепла, детства и радости. В дверь, как бы в знак новой жизни, он повесил палку на крючок. Она была как трофей, знакомое и ценное воспоминание, еще и символом их испытаний. Следы зубов на палке стали частью их общей истории, символом того, что настоящая дружба не знает границ. Каждое утро они с Блэком гуляли по той самой тропе, где все и началось, оставляя следы своей преданности, которые заполняли их дни. С каждым шагом по тропинке они подтверждали, даже в самые трудные времена настоящая любовь и преданность помогут найти путь обратно к жизни. Они находили смысл в мелочах, играя и придавая каждой минуте особое значение. Их прогулки стали праздником. Блэк показывал свои хитрости, а Стивен смеялся, рассказывая друг другу истории из своего прошлого, делая так, чтобы каждый шаг был напоминанием о том, что жизнь – это тернистый путь, но поддержка и дружба – это то, что делает дорогу более легкой. Таким образом, они продолжали писать свою историю дружбы, которая выдержала испытания временем и болью.
Всегда находясь рядом, они выстраивали будущие надежды и мечты, распускающиеся как буйство весенних цветков, полные ожидания нового. Стивен и Блэк доказали всем, что вместе можно преодолеть все, и любовь действительно самое могущественное чувство на свете.